Всем привет, с вами Гнект, и это новая часть дополнительного гайда по созданию фан-игры про Соника в Construct 2 на фреймворке Cosmic Framework Reboot. В этом видео я вам покажу, как сделать победную позу Соника, вместо того, чтобы Соник просто уходил за экран. Еще у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы я сделал ремастеры основных гайдов по созданию фан-игры про Соника в Cosmic Framework Reboot? Потому что я их не делал уже долгое время, из-за этого я там позабыл, что я уже делал. К тому же, я там допустил некоторые косяки, из-за которых мне будет сложнее сделать четвертую часть. А так, если я начну делать ремастеры, мне будет намного легче сделать все части. И показать все, что я хотел показать, но либо забыл, либо не так сделал. Еще я постараюсь использовать монтаж в ремастерах. Вы можете написать в комментариях, как вы к этому относитесь, а я сейчас начну уже показывать, как сделать победную позу. Ну, для начала давайте мы перенесем спрайт игрока на конец уровня, потому что нам нет смысла проходить весь уровень, чтобы просто посмотреть, работает все или нет. Так, теперь мы открываем папку Player Sonic, спрайты с skins, и нам нужен только спрайт Skin Sonic. Skin Sonic Trail можно не трогать, потому что он появляется только в том случае, если мы берем монитор со скоростью. Если мы просто стоим, то он не будет появляться, даже если у нас есть монитор со скоростью. А с учетом того, что мы еще заканчиваем уровень, эффект скорости пропадает, поэтому сюда можно не добавлять. Поэтому мы открываем спрайт Skin Sonic и открываем папку только Sonic, потому что если закончить уровень Суперсоником, то он стоит Соником, просто обычным. И добавляем новую анимацию. Так, называем ее обязательно именно Sonic вначале должен быть, и потом пишем большими, первая буква большая для удобства, и пишем название самой анимации. Для удобства. Так, теперь открываем и добавляем 4 кадра. Но потом один кадр нам нужно будет дублировать. Теперь добавляем все кадры. Все вырезанные кадры анимации победы я оставлю в описании, вы их можете скачать, чтобы вам не нужно было их самим вырезать. Так, добавляем. Все, мы добавили. И теперь вот этот кадр нам надо дублировать. И перенести его в конец. Теперь нам надо, чтобы проигрывались только с 1 по 4 кадры. Нулевой это будет только первый кадр, и он проигрываться будет только один раз, и не будет повторяться. Для этого, чтобы он больше не проигрывался, нам надо обязательно поставить repeat to здесь 1. Теперь будет только повторяться с 1 кадра по 4. Этот будет только в начале анимации. Можно также посмотреть превью. Но, как видите, анимация остановилась, потому что мы забыли поставить зацикливание. Зацикливание надо сделать обязательно. Теперь анимация работает и повторяется только с 1 по 4 кадр. Если бы повторялся еще нулевой кадр, это было выглядело убого. Теперь переходим в Event Sheet Players. Так, скрываем группу Players, Skins, Animations и Idle. Теперь нам надо к этому событию добавить sub-event. Сходим в папку Player Sonic, Player Values, Player Action Values, Compare Instance Variable и ищем тут переменную, так, с goalpost active. Если равно нулю. Теперь это событие мы копируем, вставляем и устанавливаем тут один. И обязательно надо поставить make or block. То есть, если или равно нулю, или одному равно. И теперь вот это вот событие мы перетаскиваем сюда. Все, здесь мы больше ничего не делаем. Можем это уже все закрыть, чтобы выглядело нормально и не мешало. Теперь переходим в Event Sheet Items Gimmicks. Открываем вот эту группу, GoPost. И теперь именно нам понадобится только вот это событие и вот это вот событие. Вот здесь мы сразу это удаляем. Это можем здесь тоже удалить. Это мы тоже удаляем. Теперь здесь мы это удаляем. Вот это мы копируем, чтобы просто потом не искать этот объект с переменами нужными. И тут теперь выбираем переменную Animations. Не больше равно, а выставляем равно и пишем тут нашу анимацию Victory. Следующее теперь. Давайте мы скопируем, перетащим сюда. Вот это мы уберем. И
Тут мы пишем анимацию idle. То есть, если будет анимация idle, то все это будет происходить. Вот этот wait 5 seconds можно убрать. И теперь... Так, сейчас. Ну да, теперь add actions, pair Sonic, pair values, pair action values, set value, animations. Устанавливаем анимацию Victory. Пишем просто Victory. Sonic Victory писать не надо, потому что тут есть такое событие, которое... Типа, тут есть две перемены, получается, которые определяют, сейчас суперсоник или обычный Соник, и какая анимация. Потом эти перемены объединяются и так устанавливают анимацию определенную. Поэтому просто пишем Victory. Потом копируем. Теперь нам надо установить скорость анимации, чтобы не было потом проблем. Устанавливаем на 5. Если вы не знаете, какую скорость анимации поставить, вдруг у вас другие спрайты, то вы можете посмотреть здесь скорость анимации, и если в превью у вас скорость анимации устраивает, то можете ее оставить таким. И, кстати, я чуть не забыл. Надо еще настроить правильно image point, то есть origin. Просто заходим, допустим, в Sonic Idle, запоминаем XY, теперь Sonic Victory, но у вас должно быть вот это стоять. И теперь тут ставим такие же значения, как в анимации Idle. И теперь, чтобы так на каждом кадре это не делать, устанавливаем на всю анимацию. Теперь во всех анимациях image point стоит одинаковый. Это мы делаем для того, чтобы спрайт резко не ушел вниз. Все. По идее, мы теперь все сделали. Давайте сохраним и проверим. Так, ждем, пока закончится анимация. Да, анимация победы, она проигрывается. И подсчет очков идет. Если сейчас подсчет очков закончится, то нас перекинет в главное меню. А вот, если бы... Как это сказать? В фреймворке стоит типа так, что когда табличка заканчивает вращение, Соник убегает, и когда Соник уже только за экраном, тогда все это появляется. Мы сделали wait на 5 секунд типа неактивным, потому что тогда бы анимация Victory бы не устанавливалась, даже если мы бы ее сюда поставили, потому что анимация Idle бы мешала. Поэтому надо сначала, чтобы GoPost сначала активный был, становился на второе значение, а потом уже тут уже надо все под этим делать. Ну, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Также можете подписаться на мой основной канал и можете зайти на мой Discord сервер. Ну а на этом всем удачи, всем пока.